Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Ох, как сейчас популярен четкий квадрат. Множество работ в соцсетях именно с этой формой. Сегодня я предлагаю раскрыть секрет такой четкости. Поехали! Вот такие ногти сегодня предстоит нам преобразить. Собственно говоря, обычные ногти, обычный квадрат с немного скругленными уголками, потому что со временем квадрат все равно тупится. Он не такой четкий, как был изначально, даже если мы с вами будем работать твердыми материалами, так или иначе кончики стачиваются о предметы, об одежду и предметы. В данном случае было выполнено укрепление свободного края при помощи полигеля, и затем уже работа с гель-лаковой системой. Мы с вами видим, что после выпиливания есть небольшие такие ступенечки, куда попала грязь. Конечно, нужно будет это вычистить. Один из самых распространенных способов создания четкого квадрата – это использование твердых материалов, например, полигеля, акригеля или же геля. Почему? Потому что такой материал в тонком слое хорошо держит углы, они остаются четкими, не ломаются, но на создание четкой формы придется потратить приличное количество времени. Часто такого времени нет ни у клиента, ни у мастера. Поэтому сегодня покажу способ без использования твердых материалов, без использования геля, геля-желе, акригеля и полигеля. Поэтому для начала мы с вами подготавливаем ногти, снимаем старое покрытие, убираем некоторые отслойки и шлифуем натуральный ноготь мягкой пилкой для того, чтобы приподнять чешуйки. Кутикула у моей модели совсем небольшая. Выполним комбинированный маникюр. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Кстати говоря, наверняка вы обратили внимание, что ногти у модели еще и выпуклые. Конечно, можно было использовать твердый материал для приподнятия клюющего кончика, но таких видео и так очень много на моем канале, поэтому все-таки сегодня хотела бы осветить тему работы с гель-лаковой системой, поскольку большинство мастеров все-таки пользуются ей. Хотя против твердых систем я ничего против не имею и сама начинала с работы гелем 13 лет назад. Поэтому я обожаю твердые системы, работы с ними, но иногда вот у мастера нет таких либо знаний, либо времени для того, чтобы выполнять укрепление ими. Видим, что у моей модели широкая луночка, значит нет глубокого подкутикульного кармана. Стараюсь бережно, аккуратно раскрывать кутикулу при помощи алмазной насадки пламя. Немного приподнимаю юбочку сухую, чтобы изнутри все выгладить. И произвожу срез. У меня ножнички со скругленным носиком. Очень они удобные, от бренда Stalex. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. После этого немного шлифую срез той же насадкой пламя. И если есть мелкие заусенки, мы можем их дорезать при помощи ножниц. Все, у нас получается чистый результат, и мы с вами готовы к покрытию. Чтобы не было отслоек в зоне кутикулы, наношу праймер. Кстати, кто самый внимательный и увидел, что у меня изменился цвет перчаток, были розовые, остались серые. Выполняя этот маникюр, мы еще параллельно снимали мастер-класс, для него использовала серые перчатки и потом что-то забыла и осталось в них. Вот поэтому тут никакой магии, загадки нету, просто элементарная забывчивость. А что мы тут делаем с вами? Мы наносим жидкую базу в тонкий слой. Если взять густую базу, густой материал, то слой будет толще. Сегодня будем выполнять объемный аквариумный дизайн, поэтому нам не нужна излишняя толщина и объем. Мне очень нравится работать с жидкими базами. Это экспресс-техника выравнивания, когда мы с вами сначала промазываем, делаем мокрый пол, ставим каплю и буквально тут же переворачиваем палец, потому что капелька самостоятельно быстро распределяется. Кстати говоря, такие жидкие базы, как правило, жесткие.
твердые, поэтому также она будет хорошо держать углы. Но, конечно, стоит тестировать ваши базы на элемент пластичности. Если это rubber base, каучуковая, то, возможно, уголки будут хуже носиться. Все-таки для четкого квадрата рекомендую выбирать более жесткие базы, либо армирующие. Липкость у моей базы оказалась совсем незначительная, и даже мелкие хлопья юки на нее плохо прилипали. Поэтому предварительно наношу такой липкий тоненький слой базы и выкладываю блестки, располагая их в диагональном формате. Мне очень нравится работа с такими хлопьями юки, они всегда выглядят очень выигрышно в любом дизайне. Для эффекта создания вуали прозрачности использую полупрозрачный гель-лак такого голубого небесного оттенка. Выкладываю его плотно в зоне кутикулы, кое-где на свободном крае, а серединку оставляю незаполненной, чтобы блестки были видны. Какие-то блестки перекрываю и помогаю себе тонкой кистью. Если у вас нет полупрозрачных гель-лаков, это не беда. Что мы делаем? Просто смешиваем базу с любым цветным гель-лаком, и у нас получается такой гель-лак. Для эффекта текстуры нам потребуется скошенная кисточка, а также белый гель-лак. Набираю его совсем небольшое количество на кончик и немного смешиваю с прозрачным материалом, с базой или топом. У нас получается линия как вуаль, неплотная, ложится очень тонко и красиво. Тонкой кисточкой добавляю некоторые элементы, напоминающие прожилки камня, для большей реалистичности. После просушки также могу продублировать голубой, для того, чтобы у меня была многослойность. Так дизайн выглядит еще интереснее, и его любопытно разглядывать. Пока что вся поверхность у нас неровная, и ни о каком четком квадрате речи идти не может. Поэтому наша задача перекрыть топом с выравниванием. Наношу также средний слой, необъемный, небольшой, не выполняет такое выравнивание, как стандартной базой. Переворачиваю на немного, но тем не менее не довожу до 100% ровности. Не трачу на это время, сэкономлю. И вот теперь тот самый лайфхак, который позволит сделать вам четкую форму квадрат. Это опил после выкладки материала. Чтобы углы получились четкими, нам необходимо перпендикулярно относительно кутикулы расположить пилочку, не заваливать ее под ногтевую пластину и опилить в таком положении свободный край. Затем уже переходим на опил боковых стенок и поднятие нижних параллелей. Вот за счет чего и создается четкий квадрат, за счет правильного опила формы. Я не выполняю скругляющие движения по боковым сторонам, по свободному краю, скругляю кончики. Если они будут острые для вашего клиента, не переживайте, то в процессе носки они немного затупятся и не будут такими острыми, либо по ним можно пройтись бафом. Ну а также опиливаю поверхность. Это также еще один секрет четкости формы. Во-первых, почему мы опилили поверхность? Для того, чтобы она стала ровной после объемного многослойного дизайна, а также поверхность не будет такой сферической, поскольку ногти у модели выпуклые, более четкой, за счет чего и сама форма будет смотреться круче. Тут самое главное не снести пилкой весь дизайн, который мы сделали внутри. Поэтому я совсем немного прохожусь, только по топовому покрытию, практически не затрагивая внутренний дизайн. И вот мы уже видим, какие четкие формы. Представляете, и это только гель-лак, без использования твердых систем. И теперь мы выпиливаем толщину торца, потому что после того, как мы убрали длину, она неизбежно появилась. Для этого использую ту же твердосплавную насадку, которая выполняла снятие работы на 30 тысячах оборотах. И не забывая вычистить изнаночки, убрать всю грязь и ступеньки. Мало того, благодаря тому, что мы выпиливаем изнутри материал, у нас получается арка и ногти более прочные. Кстати, мне модель недавно буквально скидывала эти ногти, что прошло более 3 недель, и все уголки на месте, ничего не скололось, она прекрасно их относила.
Модель мне потом написала, что еще никто никогда ей не делал такие идеальные ногти. Но, конечно, что мне очень польстило, и я счастлива, что они у нее прекрасно проносились. Ну а мы с вами покрываем топом, и тут опять же самое главное не сделать излишний объем. Не накладываем толстый слой, не выполняем огромного выравнивания. Легкий слой можем перевернуть на 10 секунд для разравнивания поверхности, смотрим на получившийся блик и отправляем в лампу на просушку. Как видите, все оказалось гораздо проще, чем мы думали. Понравился наш результат и дизайн? Поддержите, поставьте пальчик вверх. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!